переходим к дополнительной нити. И опять набираем не менее 18 петель. Так, здесь у меня сколько уже? 2 свободных. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, 21 наберем. Опять ставим маркер. Опять с обратной стороны отсчитываем 18 протяжек. Вот первое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18-я протяжка. И набираем вишневым цветом, или какой у вас будет темный, 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть мы набрали то же количество, которое набирали в первом ряду на первой части. Затем у нас идут 6 желтых. Один, 2, 3, 4, 5, 6. И 3 бирюзовых. Один, 2, 3. И с первой бирюзовой соединяем. Причем соединяем как? Вот петля. И вот там просвечивает петля изнаночного ряда. Вот она. Вот мы должны в эту петлю попасть. И в петлю изнаночного ряда. И закрываем. 1, 2, 3. Теперь бирюзовый нам нужно протянуть на 3 столбика. Поднимаем желтый, бирюзовый тянем. 1, 2, 3, 4. Бирюзовый отставляем, вяжем желтым. 5, 6. Теперь желтый нам нужно поставить над 3-м столбиком. Поднимаем вишневую.
1, 2, 3, 4. Желтую отставляем и заканчиваем вишневым. 5, 6, 7, 8, 9. Вишневым вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перекручиваем. Вяжем 6 желтых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перекручиваем. 6 бирюзовых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот с этой шестеркой соединяем в петлю и в петлю изнаночного ряда. Вытянули и сразу 2 провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бирюзовую нужно протянуть вправо. 1, 2, 3, 4. Отставляем бирюзовую. Вяжем желтый. 5, 6. Теперь желтую надо переместить над 3-м столбиком. 1, 2, 3, 4. Желтую отставляем. 5, 6. Провязываем 3 вишневых. 1, 2, 3. Шесть желтых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь будем вязать бирюзовым, а желтую будем тянуть в эту сторону. Вот у нас здесь 3 желтых. Вот по этой стороне ориентируемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отставляем бирюзовую и желтыми заканчиваем. 1, 2, 3. И с желтой соединяем. Один, 2, 3. Но у нас желтый еще здесь есть, значит желтую надо тянуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бирюзовую протянуть до 3-го столбика.
Значит, вяжем желтым. 1, 2, 3, 4. Бирюзовую откладываем. Желтым довязываем. 5, 6. Теперь желтую надо в край. Вяжем вишневым. 1, 2, 3. И желтый заканчиваем. Теперь вишневую мы должны протянуть в левую сторону. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Берем бирюзовую и эти две нитки тянем влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бирюзовую отставляем. Вяжем желтым. 1, 2, 3, 4. Четвертый столбик провязали и вишневый откладываем. 5, 6. И теперь нам нужно попасть вот сюда, в последнюю изнаночную желтого цвета. Вот так. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Так, вишневую не трогаем, она остается. Берем бирюзовую. Вот у нас желтая здесь еще есть, на желтую тянем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь закрываем желтым, а бирюзовую на 3 столбика протягиваем. 1, 2, 3, 4. Убираем и закрываем. 5. Следующий ряд вяжем. 1, 2, 3. Вяжем бирюзовым. 1. Желтую тянем влево. 2, 3, 4, 5, 6. Отставляем. Вяжем желтым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поднимаем вишневую. Вот у вас как раз 3 вишневых здесь будет. 1, 2, 3, 4. Вот
Вот когда эту петлю вытягиваете, подтяните. Теперь вишневую нам нужно протянуть на 3 столбика. Один, два, три, 4. И вишневую отставляем. Вяжем желтым. 5, 6. Но у нас желтый цвет еще здесь есть. Закрываем бирюзовым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закрываем желтые, а бирюзовую тянем. 1, 2, 3. И провязываем. Теперь вяжем этим цветом, желтую тянем. 2, 3, 4, 5, 6. Один, два, 3, 4, 5, 6. Перекручиваем с вишневой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот у нас 6 столбиков вишневых. Вот с ними соединяем. Один. Так. 2, 3, 4, 5, 6. Вишневую тянем вправо. 1, 2, 3, 4. Закрываем желтые. 5, 6. Так, вяжем бирюзовую, а желтую тянем. 1, 2, 3, 4. Желтую убираем. 5, 6. 3 бирюзовых вяжем. 1, 2, 3. 6 желтых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Девять вишневых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И с девяткой соединяем. Подтягиваем. Так, желтую поднимаем.
Желтые закрыли. Желтую никуда не тянем. Закрываем бирюзовым. 1, 2, 3. Набираем бирюзовым 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отставляем. 6 желтых. 1, 2, 3. Так. 4, 5, 6. И 6 вишневых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И соединяем с шестеркой. Так. Видно, да, что за 2 петли. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Желтый вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь желтую мы должны протянуть в край. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И желтой закрыть. Набираем желтым 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь будем бирюзовым вязать, а желтую тянем вот сюда. В левую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, бирюзовый отставляем. Желтый. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отставили. 3 вишневых. 1, 2, 3. И строечкой соединяем. Так, если сложновато туда заходить, вот берем крючок. И крючком вытягиваем. Закончили мы 3 вишневых. И теперь вишневый цвет мы должны тянуть в правую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закрываем бирюзовым, а обе нитки тянем вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бирюзовый отставляем. Вяжем желтым. 1,
1, 2, 3. Вишневую отставляем пока. Набираем желтым 6. 1, 2, 3. Так, вот этот еще столбик свободен. 4. А вот дальше уже крутим. 5, 6. Вяжем бирюзовым, а желтую тянем влево, потому что у нас вот здесь желтые есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отставляем. 6 желтых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот вершину. Вот у нас 6 столбиков. Соединяем. Так. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Желтую тянем закрывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бирюзовую отставляем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вишневая. Следующий ряд вяжем 3 вишневых. 1, 2, 3. Отставляем. Вяжем желтым. 1, 2, 3. Вот здесь смотрим. Вот этот можно провязать еще. 4, 5, 6. Желтую тянем в эту сторону, влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 желтых. 1, 2, 3. И соединяем. Так, 2 вместе. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закрываем желтым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 3 вишневых. 1, 2, 3. Следующий ряд вяжем 6 вишневых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убираем желтый. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Желтую уже не тянем. Мы ее откладываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
вот эту петлю развязываем. И заходим вот сюда, в столбик, и вот сюда в петлю изнаночного ряда. Берем голубую и протягиваем. И закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, по идее, как вы вяжете? Вот эту часть, половину узора, вяжете вверх, сколько вам нужно. Затем эту часть и так прикрепляете. Теперь мы должны взвесить и узнать, сколько ниток каждого цвета ушло на этот узор. Вот эту вот нитку дополнительную надо убрать. Она же тоже вес дает. Это распускаем. Распускайте, не бойтесь. Ну, потом, когда вы будете обвязывать, все встанет на свои места. Теперь берем весы, включаем, смотрим, чтобы граммы были. И взвешиваем. Вот 46 грамм в мотке осталось. Это у нас вишня. Минус 46. Желтый взвешиваем. 48 грамм. И взвешиваем бирюзовый. 47 грамм. Вот, на этот образец, значит, бирюзы ушло 2 грамма, желтого 1 и вишни 1. Это в граммах. Можно высчитать метраж. Составляйте пропорцию и высчитывается метраж. Теперь замеряем образец. Ну, вообще, замер образца делается и взвешивание после стирки. Так, 12 сантиметров. Вот здесь будет 12 сантиметров. А здесь 5,5. 5,5. Как высчитать, сколько вам нужно на плед? Значит, в зависимости от того, как вы будете располагать узор. Либо так, в длину туда, либо вот так в ширину. Вот, рисуем типа пледа. Ну, сколько он здесь?
метраж обычно 2,20, да, метра. Вот. И вот так вы располагаете, то есть по длине. В длину у меня 12 сантиметров. Значит, вы 2,20 делите на 12, получаем 18,3. Это у вас количество вот так вверх идет, то есть в длину. Вот они будут у вас. Вот здесь 18 штук должно вместиться в длину. А в ширину, ну сколько, я не знаю, пледы обычно. Ну пусть будет 1,5 метра, допустим, да? 1,5 метра. А ширина у нас 55,5 сантиметра. Значит, 1,5 метра делим на 5,5 сантиметра. Вот. Получаем 27,7 где-то. Вот сюда нужно вместить 27. Значит, если вы вот так раскладываете на 2 метра 20 сантиметров в длину, то вам таких ромбов в длину нужно 18,3. Ну, 18, да? Вот, округляем. 18. А сюда сколько? 27,7. Теперь округлим в большую сторону. 28. И теперь мы умножаем 18 на 28. Вот эти два числа умножаем. 18 умножить на 28, получаем 504. Вот 504 вот таких мотива вам нужно связать. У вас войдет в плед размером 2,20 на 1,5 метра. 504. И теперь смотрим. Бирюзы на один мотив у вас ушло 2 грамма, а мотивов 504. Значит, мы 502 грамма умножаем на 504. Желтого 1 грамм ушел, умножаем на 504. И вишневого 1 грамм умножаем на 504. И вот вы считываете, какого цвета, сколько вам нужно на этот плед. Но это только на узор. Вам же нужно еще обвязку сделать. Берете и каким-то цветом, допустим, вишневым, обвязываете, вы вот образец обвязываете, не забывайте сюда 3 столбика вязать, и обвязывайте вот этот край, то есть только 2 края. И вяжете, сколько вам нужно рядов. Вот получится, вы вяжете вот этот и вот этот. И потом считаете, сколько
этих сторон у вас вошло и сколько этих по весу. Опять взвешиваете мотки на весах и высчитываете, сколько осталось. Ну, допустим, вот вы будете вишневым обвязывать, да? Вот, вишневым обвязали. Сколько вам нужно. Ну, там хотя бы примерно. И после того вы опять взвешиваете и смотрите, сколько у вас осталось. И вот разница, вот что мы записывали, вот здесь. Можно высчитать, сколько еще на обвязку. Отдельно. Если у кого нет весов, как можно сделать? Вот связали вы образец, обвязали, сколько вам нужно, сколько рядов. И поставьте в петлю, в нитку маркер. И распустите. И далее сантиметровой лентой можете замерить, сколько метров у вас ушло на обвязку. Записываете. Затем распускаете эту часть, вот где вы обвязку делали, маркер оставьте. Так, ну, допустим, вот вы сделали обвязку. Вот столько у вас ушло на обвязку. Ну, это так, гипотетически. А дальше будете распускать. Одну часть распустите, сантиметровой лентой замерите. Запишите. Вторую часть распустите, замерите. Потом сложите и высчитайте метраж на один мотив. Ну, а если подушку, то уже смотрите, как у вас будет узор располагаться. Или так, или так. Тоже сделайте расчет на одну сторону подушки. Сделали расчет. Вторая сторона будет точно такая же. То есть приплюсуйте. Так, кстати, вот изнаночная сторона. Вот так получается. Ну и теперь давайте проверим, будут ли 4 грамма в этом образце. Вот, пожалуйста. Это мы с вами рассчитали, сколько нужно мотивов вот таких, если узор расположен вот так. Вот так расположен. Если расположить вот таким образом, то надо снова сделать расчет. Расчет делается по такому же принципу. Так, теперь я вам хочу показать, как сделать загиб и соединить, если вы будете вязать подушку. Вот как я вязала, и я довязывала полотно с одной стороны и продолжала на другую сторону и сразу сшивала. Так, я перехожу к первой части.
Мы ж тут нитки обрезали, чтобы взвесить. И буду вязать первый ряд. Вот вы вязали полоску первую на какую-то длину, довязали 9 вишневых, вот как здесь в первом ряду, закрываете. И вяжете второй ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Желтым 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. И мы должны шестую петлю соединить вот с этим рядом, где у нас 6. То есть мы заходим, как обычно, в последнюю и должны зайти вот сюда, вверх петли. Где 6. И вот так протянуть. Это только в первом ряду тяжело, а дальше в первом ряду загиба тяжело, а так потом легче пойдет. Так, сейчас я вам еще один раз покажу соединение.
Вот довязываем последние 3 вишневых. 1, 2. Теперь заходим в последнюю петлю. Вот где у нас шестерка была. И в тройку. Вот сюда. То есть тройка соединяется с тройкой. И затем вы уже вишневую тянете. И вот так у вас должен получиться этот сгиб. Как раз где 9 тунисских столбиков. Вот таким образом. И дальше. И получается у вас наволочка на подушку. Вот. С этой стороны эту часть, когда вы несколько полос провяжете, там какое вам нужно количество, ширина, длина, вы последнюю часть соединяете с предыдущей, и точно так же, где у вас будет 9 вишневых, тоже соединяете по такому же принципу. Ну, надеюсь, это понятно. Все, и будет у вас нормальная подушка, если кто захочет вязать. Ну вот, вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.